Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Я сегодня к вам с очень эффектным джемпером, очень нарядным джемпером. Мне очень нравится этот узор, эффектный, легкий и несложно связать для начинающих вязальщиц. Вот. К тому же у нас будет сегодня роскошная пряжа. Я выбрала очень хорошую новинку ниточки. Хочу вас познакомить с тем, что мне так приглянулось. У нас будет немного укрупненная, так скажем, вязка. То есть мы будем вязать спицами номер 4 этот джемпер. Я бы его даже назвала джемпер крупной вязкой. У нас будет с вами полноценный разбор вязания этого джемпера с расчетами на размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. Я составила схему, и у нас будет выкройка, и я вам подробнейшим образом расскажу, как связать эту красоту на все вышеозвученные размеры. Расчеты буду строиться для конкретной пряжи. Приближаю вам картиночку. Здесь вот так видно, как устроена конструкция этого джемпера. То есть у нас идет вырез по спинке, но это можно все перевернуть наоборот. То есть вы можете поменять наоборот, да? То есть молодежный вариант, кокетливый такой, с вырезом по спинке. Обычный вариант, когда вырез идет как пуловер по переду, да? То есть здесь на ваш вкус и, в общем-то, ваше желание. Сама по себе модель несложная, я уже говорила, и я ее очень рекомендую для девочек, которые только учатся вязать, связать себе такую красоту для весенне-летнего ассортимента. У нас пряжа будет сегодня использоваться полухлопковая, и сейчас я о ней более подробно расскажу. Итак, смотрим выбор пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Девочки, для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Газал, турецкая пряжа, Baby Cotton XL. 50 грамм у нас с вами 105 метров. Шикарная пряжа с таким нежным блеском, характерным для натуральных таких волокон. Толщина у нее средняя, очень хорошо скручена, прекрасно вяжется. Спицы я использую номер 4. И вот так смотрится у нас наше вязаное полотно. Очень приятно смотрится сама пряжа. Одно удовольствие из нее вязать, девочки. Она шелковистая, очень такая, знаете, богато выглядящая пряжа. Абсолютно мягкая, абсолютно нежная. Ну просто роскошь. Реально, вот знаете, роскошь. У меня есть еще несколько цветов. Вот в качестве розовой альтернативной могу вот эту вам показать. То есть вот такой цвет, этот какой-то более такой нежный, да, а этот более пронзительный розовый цвет. Кстати, цвет, девочки, цвет, смотрите какой. Боже мой, очень такой, что-то там 3, 4, 4, 4 XL. Я так понимаю, этот цвет, да? Так, а этот? Не знаю. Смотрите, состав 50% хлопок и 50 акрил. То есть 50 на 50. Полу такой хлопковый. Так. Цвета вообще нет. Так. В общем, это вот так выглядит. Вы можете выбрать цвет в каталоге этой фирмы. Я не думаю, что с этим будет какая-то проблема. На любом сайте интернет-магазина есть такая информация. И выбрать можно цвета разные по своему желанию. В качестве альтернативной я бы посоветовала пряжу Alize Cotton Gold Pratica. У нее такая же плотность получится. 55 здесь процентов хлопок и 45 акрил.
у нас в 100 грамм 220 метров. Очень тоже шикарно смотрится. Прекрасно скручена ниточка. В плотность идеально попадете. То есть все они недорого стоят. Альтернативно такой вариант вот я вам предложила. Но это блестит больше, чем вот пратика турецкая тоже. Так, и если вы хотите пряжу полушерстяную, девочки, полушерстяную, я вам сейчас посоветую вот эту пряжу. Пряжа Yarnart Merino Deluxe 50. Очень хорошего качества, 50% у нее шерсть, 50 акрил. Попадете также в плотность мою. И ниточка шикарная, мягчайшая, совсем не будет колоться. Очень хорошего качества пряжи, рекомендую вам. Метраж ее сейчас я вам продиктую, так, 217 цвет. И у нас с вами в 100 грамм 280 метров. Вот такой вот метраж. Ну а сейчас смотрим схему. Схема узора выглядит вот таким образом. У нас с вами раппорт узора составляет 20 петель. Из них 17 петель приходится на ажурную часть и 3 изнаночные идут. Мы будем с вами вязать этот образец. Условные обозначения у нас тоже довольно распространенные. То есть у нас лицевая петля – это вертикальная черточка, горизонтальная петля горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Вот эти прямоугольные треугольнички обозначают 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Ну и кружочек – это, конечно, накид. Высоту раппорт будет вязаться с 1 по 16 ряд. Один раз мы вяжем в самый начальный ряд, да? А затем повтор будет идти каждый раз с 9 по 16 ряд. Таким образом вяжется данный узор. Так, ну и выкройка. Выкройка у нас без размеров стоит. Все размеры я озвучиваю всегда в расчетной части. Здесь вы конструктивно видите, как вяжется данное изделие. Все детали вяжутся раздельно, и в конце идет сборка. Мы сшиваем эти детали. Для примера, как сшиваю эти детали я, есть ссылка под видео. Под видео будет вот это описание, девочки, которое я составляю. Объясняю каждую петлю, которую вы здесь видите, откуда она взялась и как ее рассчитать. Поэтому смотрите расчетную часть. Я думаю, что для новичков это будет особенно полезно. Ну а для тех, кто уже умеет вязать, здесь вот как распределить петельки. То есть как я рекомендую, мои рекомендации по расположению узора на тот или иной размер. Ну и, конечно же, как сформировать V-образный вырез, как распределить петли рукава, как сформировать скос рукава, как его расчет сделать. Все это есть в описании под видео, читайте внимательно. А сейчас, мои дорогие, приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 25 петель и связала 2 вспомогательных ряда. Вы можете их не вязать. Ну, это 3 изнаночные, 17 лицевых и 3 изнаночные, если нужны. Ну и с двух сторон еще кромочные. А теперь давайте с вами свяжем первый ряд узора. Вяжется следующим образом. Кромочную снимаем. 3 изнаночные у нас идут для симметрии, не входят в раппорт. И теперь вяжем раппорт узора. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому я вяжу вот таким образом. Если вы вяжете классику, вам проще. И 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 изнаночные. Кромочную тоже вяжем изнаночной. На этом раппорт заканчивается. 2, 4 ряды и все четные ряды вяжем, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. 3 ряд у нас.
вяжем следующим образом. Кромочная, 3 изнаночные для симметрии. Вяжем раппорт узора. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Затем делаем 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 3 лицевые, снова накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 3 изнаночные, раппорт связан, кромочную вяжем изнаночные. Связали 3-й ряд, переворачиваем и 4-й ряд вяжем все петли изнаночные, накиды вяжем. Все петли, как смотрят они на нас, вяжем, накиды вяжем изнаночными. 5-й ряд вяжем следующим образом. Кромочная, 3 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые и 3 изнаночные. Раппорт связан, кромочная, изнаночная. Переворачиваем и 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 7-й ряд. Кромочная, 3 изнаночные для симметрии. И далее вяжем раппорт узора. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые и 3 изнаночные, 1, 2, 3. Раппорт связан, кромочные тоже изнаночные, связали, переворачиваем и у нас с вами 8-й ряд, как смотрят петли, вяжем. 9-й ряд вяжем следующим образом. Кромочные и 3 изнаночные для симметрии. Далее раппорт узора. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая и снова 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая и 3 изнаночные. Раппорт связан, кромочную вяжем изнаночные. Переворачиваем наше вязание и 10-й ряд вяжем, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. 11-й ряд вяжем. Кромочная, 3 изнаночные для симметрии. Раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, снова накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночные, раппорт связан, кромочную тоже вяжем изнаночной петелькой.
связали. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 13 ряд узора следующим образом. Кромочная, 3 изнаночные для симметрии. И далее вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые. 1, 2, 3. И 3 изнаночные. На этом раппорт связан. Кромочную мы тоже вяжем изнаночной. Переворачиваем и 14 ряд вяжем, как смотрят петли. 15 ряд вяжем. Кромочная, 3 изнаночные, 2 лицевые. Начинается раппорт 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые и далее 3 изнаночные. Раппорт связан, кромочную вяжем изнаночной и 16 ряд вяжем, как смотрят петли. И после этого, девочки, вы начинаете повтор узора с 9 по 16 ряды и так постоянно раппорт повторяете. Я сейчас тоже свяжу еще раппорт, высоту, и мы сделаем влажную тепловую обработку образца. Горячим паром обдаем наш образец. И тянем его во влажном состоянии. Так, надо нам хорошенько его выпрямить по бокам. Вот эти вот наши кромочные петельки надо тоже выпрямлять, девочки, поскольку они у нас будут участвовать в расчете плотности. Так, давайте еще раз вот так потянем, расправляем и пусть сохнет в естественном виде. Итак, девочки, теперь будем сейчас делать расчет плотности. Берем обычную линеечку и прикладываем к нашему образцу высохшему. У меня вместе с кромочными 14 ровно ширина нашего образца. И мы сейчас с вами 25 петель набирали, в узоре участвует, 25 разделим на 14. Получается 1,78. Ну, округляем в большую сторону, 1,8. Плотность давайте запишем, чтобы не забыть. Так, запишем, что в 1 сантиметре у нас 1,8 петель умещается. Так, и теперь по вертикали то же самое. Измеряем высоту образца связанного. Это 14,5 сантиметров. И у нас связано, давайте посчитаем, сколько рядов у вас, у меня. Высота образца 14,5 и 33 ряда. Давайте 33 ряда разделим на 14,5 сантиметров. Мы получаем плотность по вертикали 2, также округляем 3 десятых. И тоже эту цифру обязательно запишем, чтобы не забыть. В 1 сантиметре 2,3 ряда. Эти цифры нам понадобятся сейчас в расчетах. Это очень важные цифры. Итак, у нас с вами вот такая будет участвовать выкройка в сегодняшнем расчете. Будем составлять с вами, девочки, описание
на размер 42, 44, 46, 48, 50, 52. И у нас с вами вот такая будет ширина спинки и переда. Первый размер 49 сантиметров, второй размер 54,5 сантиметра и третий размер 59 сантиметров. И сразу умножаем эти цифры на плотность по горизонтали, которую только что посчитали, на 1,8. Получаем петли. Первый размер 87, второй 99, третий 107 петель. Вязать будем все детали снизу вверх. Набираем эти петельки на спице номер 3 и вяжем резиночкой 1 на 1 на высоту 5 сантиметров. После этого переходим на вязание ажурного узора. Наши петли будут располагаться следующим образом. Первый размер. Для того, чтобы все это понять, еще раз посмотрим на схему узора. Смотрите, девочки, у нас схема узора выглядит вот таким образом. То есть ажурная часть у нас составляет 17 петель, и 3 петли идут изнаночные, то есть между вот этими ажурными мотивами, да, элементами. Также я нарисовала здесь, смотрите, у меня начинается первый размер кромочная, 4 изнаночные, и далее пошел раппорт 17 и 3, то есть это в сумме 20 петель. Раз раппорт, 2 раппорт, 3 раппорт, 3 раппорта подряд по 20 петель. Затем идет ажурная часть на 17 петлях, и все замыкает 4 изнаночные, ну и соответственно кромочные. В сумме 87 петель. Для второго размера мы будем делать следующее расположение: кромочное, и затем идут 4 раппорта по 20 петель. Раз, 2, 3, 4. Добавляем 17 петель крайне левые, то есть для симметрии нашу ажурную часть. И, соответственно, кромочная в сумме дает 99 петель. Третий размер, размер 50-52. Смотрите, начинаем с кромочной, 4 изнаночные. Затем идет вот это расположение узоров, как для второго размера. И еще 4 изнаночные добавляются, и кромочные. И это в сумме 107 петель. Понятно, да? Как это располагается. Дальше. Вяжем, вяжем, вяжем. По спинке у нас с вами идет V-образный вырез. Это все взаимозаменяемо. То есть можно сделать так, чтобы не по спинке он шел, а по переду, как пуловер будет, да. Можно вот с такой подачей, как на образце, то есть на манекене. Вы видели, на девушке манекенщицы у нас по спинке идет V-образный вырез, и по переду обычный вот этот закругленный. Так что вы для себя решите, девочки. Я в описании это все учла. Имейте это в виду. Так, смотрите, на вырез горловины считаем при ширине 19 сантиметров первый размер берем. Это будет 35 петель. Затем второй размер я сделала 37 петель. И третий 39 петель. Ну, увеличила на 2 петли. В зависимости от размера. Длину изделия я беру первый размер 60, второй 62 сантиметра, третий 64 сантиметра. Вот эту длину под себя, пожалуйста, откорректируйте. Соответственно, высота проймы у меня идет 18, 20, 22 сантиметра. И скос плеча для всех размеров одинаковый. 4 сантиметра равняется 10 рядов. Сразу перевела в ряды, чтобы было легко посчитать скос плеча. Таким образом, у меня на плечо пришлось первый размер 26 петель, второй 31 петля и 34 петли третий размер. По спинке мы формируем V-образный вырез. Убавки будем делать, значит, 17, 18, 19 петель,
От первой центральной петли сразу избавляемся и далее вяжем половиночки раздельно, каждую половинку отдельно вяжем, убавляя в каждом третьем ряду первый размер 17, второй 18, третий 19 петель. Высота скоса у меня идет первый размер 20, второй 22, третий 24 сантиметра всего. Вот, и сразу я перевела с помощью вертикальной плотности в ряды, чтобы посчитать. Это будет 46 рядов, 50, 56. Вот это вот в каждом третьем ряду я считала следующим образом. Скос 46 я делила на 17. Там получается 2,7. Ну, я округлила в каждом третьем ряду. Так удобнее будет, девочки. Вот когда у вас будет последняя убавка, там надо, наверное, будет ее сделать не в каждом третьем ряду, а, наверное, через 2 ряда так вот получится. А может быть и в каждом ряду оставшиеся петли убавить, чтобы на плечи пришлось 26 петель. Так. Вы, наверное, поняли, что любой размер, который у нас здесь присутствует по вертикали, обязательно нужно переводить в ряды. У меня в описании под видео именно в ряды все переводится. Вот у меня 35 сантиметров идет, и здесь идут ряды. 35 умножить на нашу вертикальную плотность 2,3, получается 80 рядов от нижней планки до начала выреза. Имейте, девочки, это, пожалуйста, в виду. Так. Дальше. Давайте перейдем к рукаву. Я не рассказала, как формировать скос плеча. У меня об этом очень подробно в инструкции написано. Я сейчас на этом заостряться не буду. Там вся последовательность ваших действий. Пожалуйста, почитайте. Для рукавчика будем набирать для нижней планки 43, 45, 47 петель, вязать на высоту 5 сантиметров резиночку 1 на 1. В последнем изнаночном ряду все петельки доводим до 59 на все размеры. И располагаем узор вот таким образом. 59 петель, у нас начинается кромочная. Далее идет 17, 3, 17, 3, 17 и кромочный снова. То есть вы поняли, 2 раппорта подряд идут по 20 петель. Для симметрии 17 петель мы ажурного узора добавляем, получаем в сумме 59. И далее нам необходимо будет в самой широкой части, мы судим по ширине проймы, соответственно, здесь тоже в 2 раза увеличиваем, получаем 65 петель, 73 петли, 79 петель, в зависимости от размера. Считала также с применением горизонтальной плотности, то есть 18 умножить на 2 и на горизонтальную плотность 1,8, получается 65 петель. Также считала для других размеров. Общую длину рукава я взяла 60 сантиметров вместе с планкой нижней. Это величина индивидуальная, и, пожалуйста, ее корректируйте под свой размер. Обязательно. Так же, как, конечно же, и общую длину изделия тоже под себя откорректируйте, поскольку у нас у всех рост разный, комплекции разные, имейте это в виду. Да и желания разные. Кто-то хочет укороченный, кто-то удлиненный джемпер. Правильно, да? Поэтому обратите, пожалуйста, на длину внимания. В моем случае у меня идет скос плеча от скос рукава, то есть от нижней планки до окончания рукава 55 сантиметров. Сразу я перевела в ряды. У меня получилось 126 рядов. И будем прибавлять для первого размера 3 петли, в каждом 42 ряду 7 петель, в каждом 18 и 10 петель для третьего размера в 12 ряду, в каждом 12 ряду. Вот. То есть понятно, что 55 я умножила на 2,3, это плотность по вертикали. И у меня получилось 126 рядов. Вот. Все это вы почитаете в инструкции. Аналогичным образом вы, девочки, можете пересчитать свой скос, если у вас будет другая пряжа, другая плотность, да, то есть имейте в виду,
высоту скоса мы должны делить на количество петель, которые надо будет прибавить по скосу. И у вас получится то расстояние, в котором вы должны будете делать прибавку. Прибавки делаем одновременно, равномерно с двух сторон. Это, наверное, всем уже известно и понятно, да? Ну все, мои дорогие, все, что можно, я вам рассказала. Все, что не услышали, прочитайте самостоятельно в описании под видео. Я на этом заканчиваю свои объяснения. Желаю вам удачи и до новых встреч!